Мои дорогие друзья, клиенты, подписчики моего канала, любители астрологии и Таро, приветствую вас из солнечной Коста-Рики, с вами снова Ольга. Да, я знаю, что я сделала небольшой перерыв после Нового года, я очень скоро вернусь к регулярным еженедельным анализам транзитов на 3 языках. У меня была вынужденная пауза, со мной все в порядке, не волнуйтесь, спасибо за ваши сообщения, за ваше беспокойство. Бывает такое в жизни, да, какие-то внешние форс-мажоры. Сегодня я вам предлагаю уже полюбившееся гадание на картах Ленорман, совмещенное с астрологией, на лунный месяц, ближайший, предстоящий. Мы сейчас находимся в начале, я записываю видео в начале февраля. Мы пережили только что лунное затмение 31 января на оси Лев-Водолей, и сейчас находимся в периоде коридора затмений. Следующее затмение зимнее 2018 года ожидается 15 февраля, солнечное затмение, частное солнечное затмение в Водолее, и это новолуние, которое является солнечным затмением 15 февраля, отметит начало нового лунного месяца, который продлится до 17 марта, до следующего новолуния в Рыбах. И мое гадание будет касаться этого периода. С 15 февраля, с новолуния в Водолее и с солнечного затмения, по 13 марта до новолуния в знаке Рыбы. Для тех, кто смотрит меня в первый раз, я вас приглашаю, я вас отсылаю к списку воспроизведений на ресурсе, где вы меня смотрите. Вы можете послушать вступительное видео, в котором я описываю детально структуру моего гадания, моего прогноза и даю дополнительную информацию о картах, которые я использую. Есть отдельное видео, чтобы я не повторялась каждый раз. Мы сейчас начнем сразу непосредственно с гадания. Итак, гадание несколько частей. Мы начнем с первой части. Я вытягиваю одну карту для каждого солнечного знака, который зависит от вашего дня рождения. И солнечный знак мы знаем все. Карта состоит из картинки лилии, например, да, цифра номер 30, какой-то элемент игральной карты. Это будет карта совет месяца. Карта пишет общую обстановку месяца. Совет. Даст совет. Вы можете использовать цифру как ваше удачное, счастливое число и все возможные элементы карты, которые вам нравятся. То есть я проговариваю основное, и у меня есть документ, с которого я его распечатала. Так удобнее. Я зачитываю именно небольшой текст. Итак, начнем первую часть. Положение Солнца в знаке зодиака. Карта месяца. Совет. Солнце в Овне. Овны. Получает в этот раз 34. Карта Рыбы. Так, никак меня видно. Хорошо видно, да. 34. Рыбы. Вот распечатать, нужно найти. Будьте независимы, доверьтесь интуиции, не вмешивайтесь в ход событий. Такое выражение есть на русском языке. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Я откладываю в сторону, чтобы не повторяться. Дальше. Солнце в Тельце. Карта месяца и совет для тельцов. Номер 20. Сад. Общайтесь, заводите друзей, выходите в свет, налаживайте связи, ведите разговоры, укрепляйте свои контакты, пользуйтесь своими связями, отдохните, съездите на курорт. Тельцы. Номер 20. Сад. Солнце в Близнецах. Карта месяца. Совет.
для вас. Номер 5. Дерево. Остепенитесь, обретите твердую почву, делитесь с миром тем, что пробудилось в вас, имейте терпение, растите, набирайтесь мудрости. Все хорошо, нет причин для волнения. Вы имеете все права на успех. Номер 5. Дерево для близнецов. Солнце в раке. Карта месяца. Общая обстановка и совет. Солнце. Номер 31. Сияйте ярко, горите, будьте уверены в себе, будьте сильны, делайте смелый выбор, берите на себя ответственность, ведите других за собой, будьте щедры и бескорыстны, подойдите к делу творчески. 31. Солнце для Солнца в раке. Солнце во льве. Карта месяца и совет для вас. Окей. 24. Сердце. Ну, вы поняли, что я очень рада видеть это. Любите, сейте радость, будьте счастливы, делитесь чувствами, следуйте велению сердца, руководствуйтесь чувствами. Львы. 24. Сердце. Солнце в Деве. Карта месяца. Общая обстановка. Совет. (26) Книга. Учитесь, исследуйте, читайте, познавайте, храните молчание, держите язык за зубами, проявляйте сдержанность, осмотрительность, сохраняйте таинственность. Необходимо все досконально изучить. 26. Книга для Солнца в Деве. Солнце в Весах. Карта месяца. Общая обстановка и совет для вас. Номер 4. Дом. Оставайтесь верны себе, стойте на своем, обзаведитесь своим домом, заложите фундамент, обезопасьте свое положение, следуйте традициям или ищите опору в семье. Номер 4. Дом для Солнца в Весах. Солнце в Скорпионе. Видите, я все делаю спонтанно, чтобы не было вопросов. Все делаю не подготовлено заранее, это спонтанно, естественно. Солнце в Скорпионе получает 27. Письмо. Как оно видно? Хорошо видно. 27. 27 письмо. Пишите, планируйте, отправляйте сообщения, составьте список важных дел, оформите важные бумаги, ожидайте важные известия или важные документы. 27. Письмо для скорпионов. Солнце в Стрельце. Карта месяца, общая обстановка и совет для вас. 29. Женщина, да? Где наша женщина? Видите, как вроде распечатала, да? Задействуйте, даже если вы мужчина, да, задействуйте интуицию, проявите свое женское начало, мягкость, уступчивость, прислушайтесь к внутреннему голосу, не бойтесь показать свою беззащитность. Это было Солнце в Стрельце. Солнце в Козероге. Карта месяца, совет, общая обстановка для вас. 8. Гроб. Не надо пугаться. Для козерогов. Отдохните, это совет. Останьтесь внизу или внутри. Оставьте это дело, оно не может быть реализовано, и это не зависит от вас, козероги. Номер 8. Гроб. Водолеи. Карта месяца, совет для водолеев.
общая обстановка. Одиннадцать. Метла. Метла. Думайте, прежде чем говорить. Действуйте, аргументируйте свою позицию. Займитесь зарядкой, повторите некое действие или переделайте что-то. Освободитесь от лишнего, выметите весь мусор. Не бойтесь обострить отношения и идти на конфликт, так как в споре рождается истина. Не забывайте, что затмение солнечное 15 февраля происходит в знаке Водолей, поэтому символично, да, что Водолея карта пересмотра своих позиций. И карта месяца совет для Солнца в Рыбах. Тридцать пять. Якорь 35. Вам это по силам. Не отступайте, не останавливайтесь, стойте на своем. Проявите волю. Вода камень точит. Успокойтесь на достигнутом. Лягте на дно. 35. Якорь для рыб. Это карта совет месяца для положения Солнца в знаке зодиака. Это была первая часть. Друзья, начинаем вторую часть. Положение Луны в вашем гороскопе рождения, 12 позиций, опишет состояние эмоциональное на ближайший лунный месяц и что повлияет, то есть, на это состояние. Вытягиваю две карты, интерпретирую спонтанно пары карт. Итак, Луна в Овне. Для вас в этот раз 25. Сад и дерево. Так, как меня видно? Хорошо видно. Первое, что приходит в ум, посещение какого-то места, общественного места, связано со здоровьем. Как будто санаторий, знаете, отдых на природе, где много людей. Например, это может быть пляж или горячие источники, или санаторий, как я сказала, дом отдыха. Благоприятно скажется на вашем состоянии эмоциональном, естественно, на здоровье, потому что все взаимосвязано. В более таком абстрактном смысле это может быть просто очень приятная компания, новое общество, социальный круг, общение, новые дружеские связи, которые на вас очень благоприятно влияют. Да? Делаю быстро. Луна в Тельце. Медведь 15 и ребенок 13. Новый начальник или, да, авторитетная фигура какая-то важная, обязательно в сфере профессиональной, в любой сфере жизни, но человек, который имеет над вами определенную власть, авторитет и контролирует, этот человек будет какие-то новшества в вашу жизнь позволит вам же вести, да, то есть новое начало благодаря какому-то важному авторитетному человеку или новый начальник. Еще один вариант – это ребенок будет играть очень важное, занимать важное место в вашей жизни на ближайший месяц. Это повлияет на ваши эмоции. Луна в Близнецах. Луна в Близнецах. Гроб и собака 8-18. Ну что ж, конец дружбы, конец доверия. Друг уходит в самом крайнем, самом драматичном варианте. Это, естественно, уход в смысле смерть. Но я всегда стараюсь избегать разговоров на эту тему. Гроб означает просто конец, да, окончание чего-то, пересмотр ваших отношений с каким-то человеком или конец дружбы, да, конец доверия. Луна в Раке.
письмо и звезды 27 и 16. Новости, сообщения, скорее всего, бумажные, то есть через документы, в любой форме сообщения, о которых вы давно мечтали, новости, которые вы давно ожидали, и которые вам доставят крайнее удовлетворение и удовольствие, как, знаете, долгожданная весть, весточка, новость, сообщение, счастье, удовлетворение от новостей. Луна во Льве. Получает лиса и метла. 14-11. Очень много выяснения отношений, разборки, попытка выяснить, прояснить, что другой человек думает на самом деле, потому что какой-то хитрец появится в окружении вашем и будет попытаться вами манипулировать, и вы будете, не будете сдаваться пассивно, а будете пытаться как это по-русски уже забыла, на чистую воду вывести его, понять действительно его истинное намерение, да, очень большие, много общений, обмен информацией, диалоги в повышенных тонах с целью разоблачить лицемера. Луна в Деве. Получает Солнце букет 31,9. Приглашение, подарок, какое-то предложение, которое доставит вам огромную радость, удовлетворение, экзальтация, удовлетворение, да, полное счастье, оптимизм, успех, удовольствие благодаря предложению или приглашению. Луна в Весах. Лилии и Аист. 30 и 17. Первое значение этой комбинации — это перемены в карьере, в социальном статусе, повышение социального статуса, перемен в работе, положительную сторону. Ну, также может означать движение какое-то в сексуальной жизни, какие-то новшества, да, в сексуальных отношениях. В любом случае, комбинация полностью удовлетворяющая, удовлетворительная, позитивная, конструктивная. Так что эмоционально вы будете удовлетворены. Луна в Весах. Луна в Скорпионе. Получает мужчина и крест. Ого, 28-36. Если вы мужчина, то это карта ваша. Если вы женщина, то это карта вашего партнера, мужчины. Если вы мужчина, какие-то, да, страдания. Крест — это страдания, это испытания жизненные, тяжелые, но неизбежные. Знаете, кармические испытания, которые мы должны пройти, пережить, и потом получим в итоге освобождение, и новая жизнь начнется. Крест будете свой нести, да, эмоционально тяжело будет. Если вы женщина, это ваш партнер, он будет в непростой ситуации эмоциональной, страдать будет, и это повлияет, естественно, на ваше состояние эмоциональное. Луна в Скорпионе, вам в любом случае нелегко живется, правда? Луна в Стрельце. Эмоции для вас. Гора и леса, 21 и 14. Какой-то обманщик вашим вокруг вас крутится, да? Человек, который играет двойную игру, который двойные стандарты, пытается вам манипулировать, лицемерить. И, возможно, из этого человека некоторые планы ваши заблокируются или будут замедлены.
И вы это будете чувствовать, и, возможно, не будете давать ему возможность приблизиться к вам, потому что гора – это препятствие между вами и ним, или препятствие из-за этого человека. Так что будьте начеку. Луна в Стрельце. Луна в Козероге. Получает 33-28. Ключ и мужчина. Если вы мужчина, то это вы будете в поиске решения проблемы. Вы будете искать ключ Ариадны. Нить Ариадны. Ключ, нить Ариадны. Такое выражение есть, да? Будете искать... То есть решение от вас не будет перед носом. Вы будете в его поиске. Все в ваших руках, если вы мужчина. Если вы женщина, то ключ... Ответ на вопросы, поиск и решение проблемы находится в руках у вашего партнера. То есть вы будете немножко зависимы от этого, и это повлияет на ваше состояние эмоциональное. Луна в Козероге. Луна в Водолее. Букет и Солнце. 9:31. Какое-то предложение, приглашение доставит вам максимальное удовольствие, удовлетворение, счастье, оптимизм, энергия, удовольствие. Это я уже сказала. Шикарная комбинация для Луны в Водолее. И Луна в Рыбах. Эмоции для вас. Ключ и Змея 33,7. Решение какого-то вопроса, какой-то проблемы требует обходных путей. Решение будет этого вопроса не на поверхности не лежать. Нужно будет подумать, как змея думает хитро, да? Что делать, что предпринять, где выход из ситуации. То есть не все будет просто и прозрачно, и однозначно, и очевидно. Поэтому нужно будет проявить мудрость, и тогда ответ на вопрос найдется, и решение проблемы тоже найдется. Это была вторая часть Луна в знаке состояние эмоциональное. Мы продолжаем. Третья часть, позиция Меркурия в знаке зодиака в вашем гороскопе рождения, и это опишет 12 пар карт, опишут ту часть вашей жизни, часть реальности, какие-то отношения или человек, или что-то, что уйдет из вашей ситуации, из вашей жизни, или то, чего вам удастся избежать. Меркурий бывает ретроградный, поэтому я вытягиваю дополнительную третью карту для ретроградной позиции. Если у вас Меркурий ретроградный в гороскопе, вы слушаете пару основную плюс третью дополнительную карту. Если Меркурий директный, не ретроградный, третью карту дополнительную не учитываем. Да? Итак, Меркурий в Овне. Дороги и тучи. 22,6. Распутье. Выбор. Развилка. Да? Два варианта решения какой-то проблемы, какого-то вопроса. Два альтернативных выхода из ситуации. И вы не знаете, какой из них выбрать. Это вам не придется делать, вам не придется выбирать, потому что эти две альтернативы, они будут неподходящие в итоге, в любом случае. Избежите выбора какого-то непонятного. В начале выбора непонятно, и даже если выбор бы сделали, тоже бы все осталось туманно и непрозрачно. Меркурий ретроградная дополнительная карта, букет номер 9. В этой ситуации вам кто-то извне подаст идею, предложит, возможно, третью альтернативу, да? Помимо вот этих первых двух, между которыми вы сомневались. То есть застоя какого-то, блокировки ситуации не будет. Я думаю, третья альтернатива скорее. Меркурий в Тельце. Книга Клевер 26,2. Тихо, спокойное счастье.
благодаря тому, что вы какого-то секрета не знаете, знаете, как говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Либо удача какая-то в учебе, в обучении, в открытии новой информации для себя. Вот это вот уйдет. Возможно, счастье, какой-то секрет вы обнаружите, да, секрет раскроется, тайна какая-то, но это никак не повлияет на ваш стиль жизни, на это общее гармоничное состояние, клевер, да. Потрясений больших нету. Вот раскроется секрет, я так думаю, без особых последствий для вас. Или успех в учебе, у вас его не будет. И Меркурий в Тельце ретроградный, сердце 24. Как-то повлияет это на ваше состояние, на ваши дела в любовной сфере. Это может быть задействован любимый человек, например, человек, который вам нравится, потенциальный партнер. Но ситуация, вы не выходите из ситуации жертвой, что вы что-то теряете. Как раз таки наоборот. Ничего не меняется для вас в итоге. В негативную сторону, даже скорее в позитивную, в положительную. Задевая отношения с любимым человеком. Меркурий в Близнецах. Для вас уйдет птицы сад 12:20. Волнение по поводу окружения, по поводу друзей, людей, с которыми вы общаетесь каждый день, социальной вашего группы социальной, которой принадлежите, нестабильность социальных связей, люди, которые уходят и приходят быстро, да, это вот уйдет. Или не нужны социальные связи, они сами по себе отпадут или испарятся. Меркурий в Близнецах, ретроградная дополнительная, Луна 32. Вот вы будете переживать по этому поводу. Знаете, вы чувствуете себя какой-то ненужным. Все разбежались, друзья, знакомые, да, с кем там регулярно общался, и как будто потерян немножко. Переживание эмоциональное по этому поводу, бессонница из-за этого. Меркурий в Раке. Для вас уйдет Змея и Луна 7:32. Это может быть проблемы с матерью или женщиной старшего возраста, которая играла бы роль похожую на роль матери. И женщина, которая манипулирует вами, которая не совсем для вас не совсем понятно ее поведение, мотивы ее поведения. Ну, проблемы с матерью, скорее всего. Или, знаете, с тещей, или со свекровью, да? С матерью партнера. Это для вас уйдет. Или сама же эта женщина в депрессивном состоянии. В состоянии эмоциональном не совсем простом. Для вас это уйдет. Меркурий в Раке ретроградный. Дополнительная карта тучи номер 6. Но ситуация все равно не прояснится пока. Как-то все останется туманно, непрозрачно, и четких границ не будет видно очертаний всех деталей ситуации. Но тучи все равно же рассеиваются рано или поздно, правда, все временно. Меркурий во Льве. Для вас уйдет 16:34. Звезды и деньги. Рыбы. Какой-то вы ожидаете поступления очень крупное денег. Знаете, ждете давно и очень так прямо молитесь на это, Боже мой. Наконец-то, чтобы это упало мне на голову. Ну, какой-то результат финансовый, материальный, внушающий, такой впечатляющий. Похоже, что этого не произойдет в этом месяце. Я не думаю, что это потеря финансовая, это просто не приход ожидаемой большой суммы. Меркурий во Льве ретроградный, дополнительная карта гора 21, и это действительно пока будет заблокировано на какой-то неопределенный период в будущем. То есть однозначно здесь блок для Меркурия во Льве ретроградного. Вопрос времени, нужно подождать, все повисло в воздухе. Меркурий в Деве.
Меркурий в Деве. Так, что тут у нас? Ключ и корабль. 33 и 3. Поездка, путешествие, перемещение, в которое вы собираетесь, возможно, отправиться, которая дала бы вам ответы на многие вопросы, было бы решением каких-то вопросов и ситуаций, она не произойдет. Или вам удастся ее избежать. Но, скорее всего, вы ее хотите. Вы хотите, чтобы она произошла, да, вы ожидаете эту поездку, но она не произойдет. То есть ответы в этой поездке вам не дадутся, потому что ее самой... У меня проблемы с русским языком уже иногда, вы знаете. Меркурий в Деве, ретроградная дополнительная карта, рыба 34. То есть какая-то будет у вас все равно компенсация материальная, финансовая. Если поездку направитесь, то эти деньги, возможно, которые вы не потратите на поездку несостоявшуюся, вы на что-то другое потратите. Какая-то финансовая компенсация за несостоявшуюся поездку. Меркурий в Весах. Вы избежите чего? Солнце коса 31,10. Какая-то ситуация какая-то очень благоприятная, очень благополучная. Солнце, какое-то счастье, да, гармония, все отлично, все супер. И вот оно резко обрывается, это счастье, как, знаете, как солнечный ожог, солнечный взрыв, что-то вот резко обрывается позитивное. И этого не произойдет. Вы избежите потери, вы избежите срыва, обрыва какой-то позитивной ситуации, которая вас сделает счастливым. То есть этого не произойдет. Меркурий в Весах ретроградный. Гроб 8. Несмотря на то, что вы избежите той ситуации, окончания той ситуации, да, у вас все равно ждут какие-то глобальные перемены. В чем-то другом проиграется глобальная перемена, что-то другое уйдет. Но гроб это же не смерть. Смерть подразумевает также конец старого, а это логично, что будет начало чего-то нового. Меркурий в Весах. Меркурий в Скорпионе. Для вас гроб и медведь 8:15. Это может быть смерть старшего человека, который не произойдет. Разрыв отношений со старшим, влиятельным, авторитетным человеком, отец, начальник. Этого не произойдет. Понятно. Меркурий в Скорпионе ретроградный, ключ 33. Какой-то получите совет от этого старшего человека, подсказку, помощь, что-то осознаете для себя в этой ситуации, которая вот вы будете, почти ее коснетесь, но которая не произойдет, да, для вас, вы видите, как говорится, сухими из воды. Меркурий в Стрельце. Звезды и дерево 16,5. Вот как это связано, что со здоровьем, да. Знаете, как альтернативная медицина, лечиться где-то там у хиллеров, у знахарок, там рейки, да, массаж. Альтернативная медицина, астрология, но мы не лечим всего астрологов. Как будто вам не удастся найти способ улучшить ваше состояние здоровья альтернативными методами. Или просто в целом улучшение здоровья, какого-то комфорта в вашей жизни. Этого не произойдет. Вам не совсем получится с эффективными какими-то результатами. Их не будет, эффективных результатов. Меркурий в Стрельце. Ретроградный. Гора 21, да.
вот какие-то у вас будут препятствия на этом пути, какие-то задержки, препятствия, и, ну да, по времени либо отложено будет, либо просто это может быть не ваш вектор, не стоит биться головой об стену, или просто переждать хотя бы в этом месяце. Меркурий в Козероге. Двадцать 25 и 26. Кольцо и книга. Вообще это тайная связь. Связь, которую мы скрываем. Либо нам ее предложат, не афишировать какие-то отношения, да, новый контракт какой-то, вот, партнерство, сотрудничество. Либо тайное, скрываемое от всех, либо с непонятными подтекстом, с непонятными мотивациями, с непонятными целями. Вот вы, возможно, от этого откажетесь сами или не захотите этого, да, принимать осознанно в свою жизнь. Или вы этого избежите, этого не произойдет. Меркурий в Козероге ретроградный, 13, ребенок. Возможно, то, что этого не произойдет, этой тайной связи, да, вам даст возможность какого-то нового начала в чем-то другом. Вы место это свободным оставите для какого-то нового начала, совсем такого свежего, да, о котором даже вы не подозревали. То есть не надо всегда принимать то, что вам навязывают, надо думать о своих собственных потребностях, правда? Меркурий в Водолее. Для вас. Солнце, башня, 31-19. Успех, удача в официальном учреждении, которым может быть работа, больница, ну, не тюрьма, конечно, но успех в тюрьме. Работа, какие-то, да, государственные учреждения, там, налоговая инспекция. Все что угодно. Официальная институция, да, по-русски как-то. Учреждение. Вот как будто там этого не будет. То есть не сможет наладить контакт с официальным учреждением, с какой-то администрацией. Меркурий, Водолей, ретроградный, 3, корабль. Тем не менее, возможно, знаете, будете обращаться в одно учреждение, и там вас не захотят слушать, и вам придется обратиться в другое учреждение. И там вас выслушают. Корабль. Перемещайтесь в другую точку назначения. И Меркурий в Рыбах. Для вас мужчина и Луна, 28 и 32. Если вы, мужчина, это вы, состояние эмоциональное, страхи, фобии, бессонница, да, нестабильность эмоциональная, оно для вас уйдет, исчезнет, этого больше не будет, если оно имело место. Если вы женщина, это ваш партнер, мужчина, его состояние эмоциональное, которое я только что писала, оно тоже исчезнет, оно больше не будет частью вашей реальности. Естественно, для вас это важно, поскольку это идет речь о вашем партнере. И Меркурий в Рыбах ретроградная, дополнительная карта 25 кольцо. Это вам позволит вновь объединиться с кем-то. То есть вы эмоционально откроетесь для какой-то новой связи, нового сотрудничества, нового взаимодействия, да, для кольца, да, во всевозможных формах значения этого слова. Меркурий, Рыба. Это была третья часть. Что, друзья, мы продолжаем. Позиция Венеры. Знак зодиака в вашем гороскопе рождения. Да, эта часть касается любовных отношений, партнерских отношений. Это самая ожидаемая часть. Давайте сразу начнем. Венера в Овне. Клевер и гроб. 2 и 8. Какая-то
не положительный, не совсем позитивный, гармоничный, конструктивный сценарий. Простыми словами, конец счастью, да, но не все же неспроста заканчивается. Что заканчивается неспроста, правда? Для этого всегда есть какая-то причина. Не совсем положительная перемена. Либо кризис, либо разрыв отношений. Вот. Поэтому нужно готовым быть также и к этому. Не всегда только положительные карты. Венера в Овне ретроградная, дополнительная карта 17 аист. Для вас этот разрыв или кризис, или негативный сценарий обернется в итоге чем-то положительным, даст вам толчок к развитию, к открытию новых дверей, новая возможность появится. Движение вперед. Вы не зависнете в этом вот негативе. Да? Венера в Тельце. Любовные отношения партнерские. Солнце, Сад, 31-20. Все прекрасно, все чудесно. Очень много новых контактов. То есть даже если вы без пары или у вас есть пара, в любом случае здесь идет речь о, если вы одиноки, возможности встреч с новыми друзьями, налаживания новых связей, большое богатое общение, это всегда потенциально возможность кого-то встретить потенциального партнера. Если у вас партнер есть, выходы в свет, посещение мероприятий культурно-оздоровительных, выставки, музеи, концерты, да, то есть вы дома не остаетесь с партнером, выходите в свет, наслаждаетесь обществом друг друга и обществом других людей. Венера в Тельце, ретроград, дополнительная карта всадник номер 1. И все это позволяет вам продвигаться вперед, будь то вы находитесь в поиске партнера или у вас есть партнер. Все эти посещения мероприятий, да, активность в социуме позволяет вам продвигаться вперед в ваших отношениях, в поиске новых или в улучшении существующих. Венера в Близнецах. Венера в Близнецах получает Гора и Луна 21 и 32. Это не совсем гармоничная комбинация, это такое тоже случается. Замкнутость, закрытость эмоциональная, одиночество, изоляция, замкнутость в себе, даже состояние депрессивное, какого-то отчаяния, когда мы не хотим никого видеть, даже у вас, если есть партнер, вы не захотите с ним вообще общаться, полностью ограждаете себя от других людей. Даже если партнер есть. Здесь не просто будет Венера в Близнецах. Если она ретроградная у вас, дополнительная карта собака 18. Если вы одиноки или у вас есть пара, в любом случае вы откроетесь одному человеку, какому-то новому другу или существующему другу, но не партнеру. То есть кто-то будет, кто в вашем окружении, кто все-таки узнает о вашем состоянии непростом, эмоциональном, о том, что вы никого не хотите видеть, и поможет вам, поддержит как друг, да? Венера в Раке. Венера в Раке. Тучи и рыбы 6,34. Вообще-то комбинация денежная, да? Как ее здесь применить к любовной сфере? Вы знаете, если идет речь о партнерах даже не любовных, а деловых, то какие-то непонятные отношения с бизнес-партнерами, непонятно, где деньги, например. Да? Куда деньги ушли, почему нету отдачи, инвестиций. Если идет речь о партнере любовном, то возможность нежелания тратить деньги на партнера. Как-то связана любовная сфера, если мы говорим о любви, все-таки с финансовыми тратами, с финансовой ситуацией вашей. Или будет задаться вопросом, что партнер от меня хочет ли от меня денег или больше чувств. Как-то привязаны все-таки здесь финансы к ситуации любовной. Для Венеры в Раке, если она ретроградная,
то дополнительная карта 33, вы найдете ответы на ваши вопросы, вы получите эти ответы, вы найдете способ, как ситуацию решить, как прояснить для себя все-таки, тратить деньги на партнера, или, например, почему он не тратит на меня или нет. Венера во Льве получает в этот раз лилии и корабль 33. Ну, это может быть путешествие, в котором, если партнер есть у вас, путешествие романтическое, даже скорее чувственное, во время которого произойдет очень много секса во время путешествия. Если у вас нет партнера, то, возможно, встреча с человеком, с которым начнется все как сексуальные отношения, да. В любом случае, это продвижение вперед, где идет речь прежде всего не о дружбе платонической, о, знаете, совместимости эмоциональной и интеллектуальной, а скорее о сексуальной. И Венера во Льве ретроградная, дополнительная карта 1. Все это толчок вперед, и путешествие с партнером, и путешествие, в котором вы встретитесь с новым партнером. Все это получит дальнейшее развитие после путешествия. Венера в Деве. Получает в этот раз башня и всадник 19,1. Новости, связанные с официальным учреждением. Возможно, если у вас есть партнер, вы собираетесь, например, какие-то общие дела решить через официальное учреждение, через помощь официального учреждения. Если вы одиноки, то, возможно, вы обратитесь в какое-то, знаете, сразу мне думается о чем, например, какие-то агентства знакомств, да? То есть какие-то перемены в отношениях для Венеры в Деве, да, наступят через, будь то существующих отношениях или если вы одиноки, благодаря какому-то опять больница, тюрьма, работа, официальное учреждение, башня. Движение вперед есть, но благодаря институциям, по-русски, да, официальному учреждению. ЗАГС, мэрия, агентство знакомств. Венера в Деве ретроградная, дополнительная карта букет номер 9, а это у нас предложение, подарок, инициатива извне. Предложение, приглашение, да, стоит принять. Венера в Весах. Венера в Весах. Всадник и метла 1 и 11. Очень много разговоров, общения активного, возможно, повышенных тонах, возможно, даже споры какие-то, дискуссии, аргументации. И это позволит подвинуться вперед. Если у вас партнер есть, это общение, выяснение каких-то отношений конструктивное с партнером. Если партнера нет, то, возможно, именно открытость общения с новыми людьми позволит вам расширить круг знакомств и появиться в зоне видимости для потенциального партнера. Венера в Весах ретроградная, дополнительная карта ключ, смотрите, 33. Это значит, что действительно вы на верном пути. Надо говорить, надо закрываться на себе, в себе. Если есть проблема, нужно это все обсуждать. Обязательно. В споре рождается истина. Венера в Скорпионе. Венера в Скорпионе. Якорь и клевер 35 и 2. Ну, во-первых, это комбинация положительная изначально для профессиональной деятельности, для работы, да. Но для любви это может означать в любом случае очень позитивная комбинация, укрепление существующей связи. Если вы одиноки, то новая встреча, которая будет
произойдет в гармоничных, приятных условиях и будет иметь потенциал развития. В любом случае, это очень классно для Венеры в Скорпионе. Если она у вас ретроградная, дополнительная карта 20 сад означает, что это может произойти, если встреча новая. Либо в соцсетях, интернет, все возможные социальные сети, которые существуют, да, или при выходе в свет, то есть где общается максимальное количество людей, да, одновременно, на каких-то вечеринках, собраниях, мероприятиях культурных. Если у вас есть партнер, то просто посещение с партнером, выход в люди с партнером, да, не благоприятное развитие ситуации с партнером существующим случится, будет иметь место, если вы будете вместе делать какие-то общие дела, если у вас есть общие интересы с партнером, нужно заниматься этим общим делом. Венера в Стрельце. Получает Сердце и Медведь. Ничего себе. Живут же некоторые, да? Большая любовь, огромная любовь, за которую другой человек несет ответственность, партнер, да? То есть тут комментарий даже излишний. Огромная любовь, огромное чувство надежности, защищенности. Вы будете убеждены, вас убедят в том, что вы любимы. Это просто шикарно. Венера в Стрельце ретроградная. Клевер, номер 2, дополнительная карта. Эта карта подтверждает, да, она еще больше усиливает именно эту обстановку счастья, спокойствия, гармонии, удачи, надежды на будущее. Поздравляю, да. Венера в Козероге. Так, где я, да. Венера в Козероге. Получает Аист и Сад 17-20. Вот здесь какая-то смена социального окружения. Возможно, смена, приезд в другой район, да, что повлияет благоприятно на партнерские отношения. Если у вас партнера нету, то это очень много, знаете, как общение в группах по интересам. То есть, когда мы перебираем, вот, может сходить в тот кружок, вот ту вот, туда, может там кого-то встречу. То есть очень большая активность в социуме, которая даст благоприятный результат наверняка, потому что здесь Аист и дополнительная карта для Венеры в Козероге ретроградной, карта 8 гроб. То есть здесь два варианта всегда. Либо вот эти ваши попытки, ваши усилия, которые будете делать, либо не увенчаются успехом, либо как раз таки наоборот будет какой-то определенный момент, который вам даст действительно начало, ваши усилия, они оправданы будут. Будет какой-то результат. Но я на первое интуитивное было ощущение, что, скорее всего, возможно, сейчас не время пока, поэтому все ваши усилия, активность, да, в социуме, в общении с новыми, новые знакомства, да, новые связи дружеские, возможно, пока не даст результата. Нету конструктивного результата. Это для Козерога, Венера в Козероге ретроградная на этот раз. Венера в Водолее. Венера в Водолее. Дерево и ребенок. 5 и 13. Вот то, что началось недавно, или как, если, например, отношения совсем свежие, или отношения существуют, но какая-то новая фаза была, попытки обновления, да, нового начала в существующей паре, или новые отношения, которые начались недавно, либо начнутся новые, они будут постепенно укрепляться, как дерево пускает корни, да. То есть это стабилизация чего-то еще свежего и нового, да. Это, возможно, также разговоры, мысли о ребенке в паре, как еще один вариант. Вот, так что
удачи. Венера в Водолее, ретроградная дополнительная карта номер 26. Книга. Все-таки, видите, укрепление ситуации, которая еще такая свежая, нестабильная, но дальнейшие перспективы долгосрочные, они еще не видны. Еще слишком рано думать о том, хорошо, вот сегодня так, я чувствую, что все классно, вот, а что будет потом? Не стоит заглядывать слишком далеко для Венеры в Водолее ретроградной. Пока еще неизвестно, что будет дальше. И Венера в Рыбах. (34 и 18) Рыбы и собака. Какой-то появится у вас новый друг, даже если в паре, у которого при деньгах, товарищ при деньгах, но только друг пока. Это новая, очень выгодная материальная дружба для вас. Либо, если у вас пара есть, то если вы в паре, у вас партнер есть, то каким-то образом этот друг может пытается привлечь ваше внимание своим статусом финансовым, материальным, своим положением. Если вы одиноки, то может новый друг. И при деньгах Венера в Рыбах ретроградная, номер 6 тучи. И вы не будете знать, что с этим делать. Как-то вы будете думать, а как он деньги зарабатывает, этот товарищ, да? Ну и что дальше? Ну, что он пытается мне показать, что у него есть деньги, и что за деньги любовь не купишь. Вот тучки, да? Это была 4-я часть Венера в знаке Зодиака для любовных отношений. Друзья, начинаем 5-ю часть. Позиция Марса в знаке Зодиака в вашем гороскопе рождения пишет развитие профессиональной сферы и финансовой ситуации, работы и финансы. Марс в Овне. Получает Змея и Крысы. 7 и 23. Здесь очень вполне вероятно, скорее всего, какие-то потери из-за небрежности, из-за безответственности вашей или других людей. Эта комбинация неположительная, но, как любые негативные ситуации, это урок жизненный, да? Пересмотреть свою стратегию поведения. Потери. Марс в Овне ретроградная, дополнительная карта 16 звезды. Вам удастся, несмотря на эту потерю, которая для меня неизбежна все-таки, потому что комбинация негативная, удастся выбраться на поверхность, не потонуть окончательно и какой-то другой план реализовать. Или тот же план, но по-другому. Это очень многообещающая дополнительная карта. Это Марс в Овне ретроградно. Марс в Тельце. Получает дороги и кольцо 22 и 25. Два контракта, два развития ситуации, два сценария, две альтернативы. Будете перед выбором, с кем подписывать, с этим или с этим, подписывать или не подписывать. Какой-то контракт для бизнеса, если вы бизнесмен, или для работы. Если работаете на кого-то. Марс в Тельце ретроградный, дополнительная карта 4 дом. Либо в итоге будете работать из дома, или помогут вам близкие родственники, члены семьи, либо как-то закончится все связано с недвижимостью, с благоприятным исходом для вашего жилья, для места проживания. В любом случае, вы окажетесь в любом случае в какой-то комфортной зоне дом. Марс в Близнецах. Получает Гора и Рыбы 21-34. Деньги задерживаются, оплата не поступает, все заблокировано, поступление финансов задерживается. Вопрос времени, да, так бывает. Марс в Близнецах ретроградный, дополнительная карта 33 ключ. Будете искать почему и как, и что и зачем, и найдете ответ на вопрос. Решение вам дастся
да, найдете ответ на вопрос. Возможно, к концу периода разблокируется ситуация, если Марс в Близнецах ретроградный. Марс в Раке получает якорь и женщина 35 и 29. Если вы женщина, то это вы, знаете, как кузнец своему счастью, да? Ситуация благоприятная очень, которая стабилизируется, будет стабильно укрепиться на работе с финансами благодаря вам, вашим собственным усилиям. Если вы мужчина, это женщина, ваш партнер, возможно, партнер по бизнесу или коллега, начальница, женщина, идет речь о любовной сфере, не обязательно о партнерше женщине, партнерше любовной, да, какая-то женщина, которая играет важную роль в вашей жизни, благодаря ей ситуация ваша профессиональная, финансовая будет стабильной. Если Марс в Раке ретроградной, дополнительная карта 16 звезды, ваши мечты реализуются, вы добьетесь максимум всего, чего вы хотите добиться и хотели добиться. Шикарная дополнительная карта. Марс во Льве. Марс во Льве. Сад и якорь 20 и 35. Очень позитивно. Расширение социальных связей именно на интернете. Какой-то бизнес благодаря социальным сетям, да, благодаря видимости вашего профиля в соцсетях. Очень много новых связей, контактов, открытия возможностей профессиональных благодаря другим людям. И это все глобально, конечно, стабилизация вашей ситуации профессиональной и финансовой. Идете только вперед. Благодаря другим людям и интернету. Марс во Льве ретроградный, дополнительная карта дерева номер 5. То есть это еще одна карта, она очень похожа на якорь вообще. Это устойчивое положение, перспективное для будущего. Дерево дает какие-то плоды, да. То есть отдача есть очень хорошая, именно материальная, финансовая от всего этого. Поздравляю саму себя, да. Марс в Деве. Букет и Солнце 9:31. Шикарная комбинация. Какое-то новое предложение, новое приглашение, какие-то идеи, предложение о сотрудничестве, которое даст положительные, конструктивные, плодотворные, шикарные результаты. Поздравляю, Марс в Деве ретроградный. Дополнительная карта 19, башня. Возможно, это карта вообще с независимого бизнеса, да, то есть, возможно, вы окажетесь каким-то, начнете свой бизнес, или вы будете начальником над другими, занимать руководящую должность. Какая-то работа в одиночестве, в прямом смысле слова, или работа руководящей должности, да, Марс в Деве. Марс в Весах. Марс в Весах, крест и лилии 36 и 30. Для вашего продвижения в социуме, в этой лестнице иерархии, да, вот знаете, как сквозь тернии к звездам, да, тяжело будет вам, какие-то очень большие жертвы, какие-то огромные какие-то нечеловеческие усилия, но вершины вы достигнете, но какой-то очень большой ценой. Само не взлетит, все просто не будет, но вы там наверху окажетесь, благодаря большим жертвам и усилиям. Не буду повторяться. Марс в Весах, ретроградный, 16 звезды, дополнительная карта вам обещает действительно сорвать звезду с неба, как говорят, да, по-русски. То есть цена будет высокая, но чинка стоит 2 вилки, да. Даже не подходит это выражение здесь. Именно
будет снизить потом то, что получите, потому что за это будет заплачена высокая цена. Марс в Скорпионе. Марс в Скорпионе, карьера, финансы, башня и лиса, 19-14. Если вы работаете на кого-то, да, там, какой-то компании, на структуру какую-то, то здесь какие-то манипуляции со стороны начальства, манипуляции в смысле, что пытаются вами как-то там играть, да, те, кто старше над вами стоит. Если вы на свой бизнес, то тоже, возможно, какие-то интриги со стороны партнеров, бизнес-партнеров, или не совсем честные сообщения, новости со стороны официального учреждения. То есть письмо говорит одно, означает другое. Потому что башня – это официальное учреждение. Если Марс в Скорпионе ретроградный, дополнительная карта Медведь 15, за всем этим будет стоять какой-то очень-очень высокопоставленный человек, какой-то очень большой начальник. То есть с какой-то целью он будет вами там немножко пытаться на вас надавить через кого-то, возможно, но у него, у человека, свои цели, которые он преследует. Марс в Стрельце. Получает в этот раз всадник и букет 1,9. Все, ситуация движется вперед, прогресс, динамика, новое предложение, приглашение, подарок. Подарок для профессиональной сферы не совсем уместен, но движение вперед и доставит вам большую радость, поэтому надо принимать эти новые альтернативы, какие-то новые идеи, да, в работе и в бизнесе. Это было у нас что? Марс в Стрельце, да, ретроградный, 12 в Птице, будете немножко переживать, что вот ситуация, кажется, вроде продвигается вперед, но все равно, на ваш взгляд, не совсем стабильно, да, хлопоты, нервозность, обеспокоенность. Не стоит беспокоиться, причины это нету. Марс в Козероге. Финансы, карьера для вас. Гроб и лилии 8:30. Какое-то очень глобальное потрясение, перемена, потеря статуса, смена одного статуса другим. Перемена однозначно. Не будете там, где находитесь сейчас, будь то бизнес, будь то работа на кого-то. Открытие новых дверей тогда, получается, ожидается вследствие этого. Марс в Козероге ретроградный, 5 дерева. Возможно, для вас это будет не увольнением или потерей бизнеса, какого-то сотрудничества, да, контракта, а каким-то просто угрожающим потрясением, потому что в итоге для вас ситуация не пошатнется, дерево. То есть вы не потеряете окончательно, просто, как знаете, землетрясение, но здание осталось нетронутым. Я вот так это вижу. Марс в Водолее. Марс в Водолее. Якорь и дерево 35,5. Это очень классная комбинация для продвижение вперед, для стабильности, для укрепления ситуации, для финансовой отдачи, полностью удовлетворены полностью, перспективы многообещающие, не жаловаться абсолютно вообще ни на что. Марс в Водолее ретроградный, 3 корабль, дополнительная карта, какие-то командировки, передвижения, перемещения, связанные с работой, либо просто даже прогресс, успех, продвижение вперед. То есть для вас вообще все шикарно, до Марса в Водолее. И Марс в Рыбах. Получает
Рыбы и Луна, 34-32. Ситуация финансовая может быть нестабильна, деньги уходят в непонятном направлении, по этому поводу вы переживаете. Но нужно уметь контролировать свои телодвижения, да, Марс в рыбах, подумайте об этом. А более такой, знаете, чтобы найти более такой жесткий внутренний стержень, на который можно опереться, да. Переживания по поводу денег, но также деньги, которые уплывают в неизвестном направлении. Марс в рыбах ретроградный, дополнительная карта, письмо 27. Какие-то получите документы, информацию в виде письма, сообщения документов, касающихся финансов или вашего положения профессионального. Подписывайте внимательно, изучайте, прежде чем что-то подписать. Внимательность крайняя. Потому что вы будете подписывать документы, чтобы потом деньги не потерять, чтобы не задаваться вопросом, куда деньги ушли. Это была 5-я часть Марс в знаке зодиака для карьеры и финансов. Ну и последняя часть, дорогие друзья, асцендент или восходящий знак в знаке зодиака. Для этого нужно знать ваше время рождения. Он напишет сюрприз, чего вы не ожидаете в предстоящем месяце. Да? Асцендент в Овне. Неожиданность, сюрприз для вас будет Метла и Аист, 11 и 17. Разговоры, споры, обсуждения, дискуссии о поездке или о переезде. Споры, которые приведут к конструктивному продвижению вперед. То есть надо обсуждать, надо спорить, не бояться, доказывать свою позицию, и это даст толчок развитию какой-то конкретной ситуации, которая вас беспокоит больше всего. Асцендент в Тельце. Сюрприз для вас. Сад и корабль, 23. Поездка на какое-то мероприятие масштабное, какой-то праздник, где много людей. Я все время думаю о пляже, термальные источники, да, концерт, то есть какая-то масштабная, глобальная. Поездка не короткая, не близкая, а дальняя какая-то. Сюрприз для вас. Асцендент в Близнецах. Сюрприз для вас будет ребенок и крест, 13-36. Какие-то испытания, трудности для ребенка, который важен для вас, ваш или чей-то еще, но который дорог вам. Или какое-то новое начало, которое никак не удастся сдвинуть с места. Будет тяжело на подъем новое начало. Или ребенку будет тяжело. Асцендент в Раке. Сюрприз для вас. Корабль и письмо, 3:27. Новости о поездке, новости в поездке. Вы покупите билет на какое-то путешествие, почему бы не на корабле, на каком-то круизе. Новости от кого-то о путешествии, о том, что человек путешествует. Корабль и письмо. Асцендент во Льве. Ваш сюрприз – это дом и гроб, 4 и 8. Какое-то потрясение для домашнего очага. Это может быть в крайнем варианте смерть какого-то родственника, какая-то потеря, связанная с недвижимостью, с квартирой или домом, какой-то шок, резкая новость, которая всех в ступор введет, связанная с членами семьи, близкими родственниками или с недвижимостью. Асцендент в Деве. Сюрприз для вас. Рыбы и гора.
задержка в получении финансовых средств, за препятствие в получении денег, и вы этого не ожидаете, да, то есть либо вопрос времени, либо вопрос не знаю чего другого, но пока деньги не поступают. Асцендент в Весах. Сюрприз для вас будет Аист и Дом. 17-4. Вы знаете, вообще эта комбинация означает переезд. Переезд в другую квартиру, дом, смена места жительства, какие-то глобальные перемены уже в существующем доме, даже если вы не переезжаете, ремонт какой-то, перестановка. Для асцендента в Весах. Асцендент в Скорпионе. Ваш сюрприз. Кольцо и крысы. 25-23. Какие-то отношения, сотрудничество, партнерство, контракт либо разрушится, либо не будет плодотворным, либо не состоится вообще. То есть нету партнерства, нет сотрудничества, нету отношений. Или ухудшение существующей связи партнерства и отношений. Асцендент в Стрельце. Ваш сюрприз – это женщина и сад 29-20. Если вы женщина, то вы будете очень активны на интернете, в соцсетях, либо будете очень много выходить в свет, очень много новых знакомств, будете видны в обществе, будете в центре внимания прожекторов в обществе. Все внимание общества будет направлено на вас. Если вы мужчина, то это ваша партнерша, она будет в свете прожекторов. Как пела Далида, помните, я хочу умереть на сцене, je veux mourir sur scène. В свете прожекторов. Ну, не вы про смерть, а просто знаете, чтобы быть в центре внимания. Однозначно, ваша партнерша, если вы мужчина, будет в центре внимания общества или интернета. Стрелец. Асцендент в Козероге. Ваш сюрприз. Это Солнце и Якорь. 31-35. Улучшение ситуации профессиональной, если она была не совсем вас удовлетворяла, она улучшится. Если она была изначально хорошей, она еще больше стабилизируется. Какая-то очень положительная новость, касающаяся работы именно вашего положения в фирме или положения в ситуации вашего бизнеса. Асцендент в Водолее. Ваш сюрприз – это Лиса и Медведь. 14-15. Очень большой манипулятор будет пытаться на вас надавить. Кто-то очень важный, статусный, авторитетный, или который думает, что он такой, будет пытаться вами манипулировать, навязывать свою волю. Будет пытаться, все-таки гнуть свою линию поведения, потому что, как он считает, должно быть по его сценарию, и он будет пытаться разными способами вас к этому принудить. Асцендент Водолея. И асцендент в Рыбах. Ваш сюрприз. Это метла и облака, тучи. 11,6. Спор ведет к прояснению ситуации, которая изначально запутанная, непонятная, непрозрачная, неясная. То есть только через разговоры, только через аргументацию, дискуссии, обсуждение, общение можно прояснить вообще, да, что происходит и что с этим дальше делать. Вот. Удачи. Друзья, на этом все. Хочу вам напомнить, что если вы решитесь на консультацию со мной, индивидуальную консультацию, то я могу делать различного рода расклады на Ленорман и на Таро, помимо астрологических услуг, естественно, которые я предлагаю. Я делаю для вот такого же типа расклада на себя
для себя на неделю, разбиваю на неделю, разбиваю месяц на 4 недели, также вытягиваю для себя карты на каждый день. Все это проигрывается, конечно, поэтому, если вас это интересует, вы знаете, как меня найти. На моем сайте есть вся контактная информация, есть все контактные данные. Всем удачи, удачного солнечного затмения в знаке Водолей 15 февраля. До новых встреч!